Здравствуйте, с вами Мария и канал Греческой кухни. Сегодня я для вас приготовлю одно очень вкусное блюдо. Называется колокithάκια γεμιστά με αυγό λέμονο. Колокithάκια это кабачки, γεμιστά это значит фаршированные кабачки. Με αυγό лέμονο это соусом αυγό лέμону. Раньше я ставила такое видео, делала слегка по-другому. А сейчас решила переснять, потому что то первое видео было без объяснений, я там только писала, а сейчас решила сделать это видео с голосом, но слегка измененный. Для начала я взяла, вот смотрите, такие кабачки, они просто очень удобно их опустошать, снимать серединку, чем обычные кабачки. Если у вас нету такие кабачки, вы спокойно можете брать и патиссоны. У нас в Греции патиссонов нету, но папа много-много лет назад приносил семена и сажал, поэтому я знаю, что такое патиссоны. И я готовила из них, и получалось очень вкусно и очень хорошо. Вообще, я очень люблю патиссоны. Но если у вас нету, вы можете взять обычные кабачки, но порезать или очистить, так как в другом видео я вам поставлю ссылку снизу, как в другом видео, потому что там удобно, как их очищать и как потом заполнять. Итак, я вам показала, как я очищаю. Знаете, если у вас нету такой, как называется, это такой, который кругляшки делает от арбуза, от дыни и так далее, можете ложкой почистить внутреннюю часть. Но выкидывать это не будем. Мы будем использовать половину от из этих кабачков. Остальную половину вы можете спокойно приготовить, например, оладьи. Итак, я делаю маленькую подготовку, порезала мелко лук, чеснок, морковь через терку. Еще я сейчас порежу половину от то, что я сняла середину из кабачков. Мелко порублю, если правильно я говорю. И потом буду готовить начинку. Забыла вам сказать, что еще я использую петрушку, но петрушку я возьму верхнюю часть, там где эти листочки, это буду добавлять в начинку, а там где стебли, я их целыми оставлю и буду их варить в конце, там где мне нужен будет бульон, чтобы сделать соус αυγό лέμονο. Итак, в одну глубокую сковороду налила оливковое масло, добавила фарш, пожарила, добавила потом лук. Сейчас вы видите, как я добавляю морковь, чеснок. Все сразу, не надо сидеть и ждать, пока там, не знаю, одно пожарится, другое прожарится. Сейчас я добавила мелко порезанную внутреннюю часть от кабачков. И сейчас я посолю и оставлю, чтобы немножко, чтобы немножко потушилось. И чтобы в основном влага не от баклажана, а от кабачков, чтобы она вышла. Потом красный перец добавила еще, орегано. Сейчас хорошо промытый рис добавила. Зелень, которую я говорила, эти цветочки, верхнюю часть. И сейчас налью горячую воду и оставлю максимум на 2-3 минуты, не больше, на большом огне. Я не хочу, чтобы стала совсем сухая эта начинка, потому что мне влага нужна для начинки. Через 2-3 минуты выключила огонь и закрыла и оставила в сторонку, пока я подготовлю то, что мне надо уже, чтобы добавила, если можно сказать, к бульону, который буду использовать для αυγό λέμονο. Крупно порезала одну морковку. Сейчас я буду резать картошку. Эта нарезка здесь в Греции называется кидонато. Кидони по-гречески это айва.
Так, почему оно так называется, не знаю, просто вот так режем в длину на 6 или на 8 частей, и эта картошка называется, вот эта нарезка называется кетонату. Не знаю, если вам эта информация нужна или нет, но это порезала. Лук я сейчас, вот видите, стебли я оставила потом для бульона, чтобы отдали они немножко свой запах, аромат. Крупно порезала лук, и пока я все это подготовила, я сейчас буду заполнять кабачки. Кабачки из-за того, что они очень быстро варятся, и начинка, она полувареная, если можно так сказать, надо ее заполнять доверху. Обычно мы же добавляем, если делаем обычный, как называется, фаршированный перец и помидоры, мы до 3/4 заполняем. Это заполняем доверху. Заполняем, как сказать, этой начинкой кабачки. Вода, которая остается, тоже наливаем ее туда. И то, что останется, это на сковороде, я потом доведу до кипения, нет, до готовности, потому что мы это тоже покушаем. Вместе в тарелку можно тоже добавить и начинку. Теперь в один большой сотейник я наливаю оливковое масло и слегка поджариваю сперва лук. Добавляю морковку, немножко ее пожарю и добавлю еще и картошку. Слегка прожариваю овощи или тушу, как хотите, говорите. Посолю, поперчу, посыплю немножко орегано и добавлю немного воды. Еще раз помешаю с приправами. И сейчас я наливаю кипяченую воду. И когда она уже, как сказать, она не должна сильно бурлить, когда я буду добавлять кабачки, но она должна быть достаточно горячей. Добавляю по кругу кабачки, уже фаршированные. И закрою крышкой, добавлю еще воды, потому что вода должна быть почти до середины кабачков. И надо еще не забывать, что там еще и овощи, поэтому вода надо немножко побольше налить. Закрою крышкой. Сейчас добавлю и стебли от петрушки. Закрою крышкой и оставлю. Вот тут уже надо немножко посмотреть. От 45 до часу. От 45 минут до часу надо варить. Вы сами посмотрите. Надо наварить на медленном огне. И вы сами увидите, когда они будут готовы. Убираю стебли, потому что они мне больше не нужны. Все, что они должны были дать соку, они дали. Сейчас, что для удобства, я снимаю в одну тарелочку, снимаю кабачки, потому что я должна взять этот сок, чтобы приготовить соус авгуа-лемону. В этот раз авгуа-лемону я буду делать по-другому. Он слегка будет похож на бешамель, но это не бешамель, конечно. Но вы сейчас увидите. Надо взять весь, если по возможности весь бульон, который там остается, чтобы не было много лук, который я добавила, чтобы его не было в соусе. Надо через, как называется, через маленький ситечко, чтобы просиделось, и взять чистый бульон. В маленькую кастрюлю я налила оливковое масло, добавила 1 столовую ложку с горкой муку. Как вы видите, мука сразу она начала, типа поджариваться. Видите, она уже еще и такие как будто пузырьки снимает. Это говорит о том, что мука уже готова.
и наливаю уже сверху бульон. Я вам дам рецепт. В рецепте написано на пол-литра бульона, сколько муки, сколько лимона и так далее надо наливать. Я сейчас добавила лимонный сок. Как вы видите, как оно начало бурлить, я выключаю огонь и без бурления на огне добавляю только желток. Когда оно еще горячее, и сразу быстренько я, сразу мешаю, потому что желток может свернуться. Итак, когда уже подавать к столу, в тарелку ставим кабачок фаршированный, картошку, морковку. Если кто хочет, может может еще добавить начинку, то, что осталось отдельно в сковороде, той большой, и сверху поливаем этим соусом. Кто хочет, еще и зелень. Я вам много раз... еще самое главное, оливковое масло, свежее оливковое масло дает очень хороший вкус к блюдам. Я вам несколько раз готовила соусов големоно, но такой я вам первый раз приготовила. Оно немножко по-другому сделано, но тоже очень вкусное. Его можно спокойно подогреть, он у вас не свернется потом, и можете приготовить. Это у меня на сегодня. Очень вкусное блюдо, приготовьте. Оно очень легкое и очень вкусное. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока, целую крепко.